Во вторник, 1 марта 2005 года, на 10:30 утра у финансиста Сэнди Койфмана была назначена встреча с его бывшим партнером Эдуардом Штерном. По профессии Койфман был математиком, но 6 лет назад решил сменить сферу деятельности и стал трейдером. Начал торговать ценными бумагами на фондовой бирже. Оба мужчины работали бок о бок в течение 6 лет, пока прошлой весной Койфман не основал собственную фирму. Они со Штерном расстались друзьями, но мужчины не теряли друг друга из виду. Каждый день болтали о рынках и угощали друг друга пиццей по воскресеньям. Они даже продолжили работать в одном здании. При реорганизации Койфман остался работать на последнем 8-м этаже, а Штерн переехал на 7-й этаж выкупленного им ранее бизнес-центра из зеленого стекла, расположенного по адресу Ру де Виллерс, Женева, Швейцария. Бизнес-центр располагался напротив Музея естественной истории Женевы и рядом с жилым зданием, которое также целиком находилось в собственности у Штерна. В пентхаусе этого дома Штерн и проживал в настоящее время. Ультрароскошный жилой комплекс Эдуарда располагался в одном из самых престижных районов Женевы. Женева – это такой город, в котором на водителя автомобиля, превышающего скорость, или на хулигана, бросающего огрызок яблока на тротуар, обычные граждане могут заявить в полицию. А полиция, в свою очередь, будет усердно искать нарушителя и накажет его по всей строгости закона. Неподалеку от города располагаются заснеженные Альпы и усеянное роскошными яхтами Женевское озеро, или же озеро Леман, как его называют на французском языке, на котором разговаривают в этой части Швейцарии. Женева является одним из самых нетронутых и неиспорченных крупных городов Европы. Городом, в котором можно распоряжаться огромными состояниями многих расположившихся здесь банков, конфиденциальность и личность владельцев счетов которых ревностно охраняется. Представители швейцарских банков, да и вообще вся Швейцария целиком, гордятся осмотрительной деликатностью, которую они предлагают своим клиентам со всего мира. Женева – это удивительно безопасный город по сравнению с крупными мегаполисами остального мира. Город, где миллионеры могут свободно гулять по улицам или разъезжать на своих Роллс-Ройсах или Бентли и не переживать о безопасности своей жизни и своего имущества. Но даже в этой, казалось бы, безопасной обстановке Эдуард Штерн, герой нашей сегодняшней истории, не чувствовал себя в безопасности. Он оснастил свою роскошную квартиру дополнительной охранной сигнализацией и видеокамерами, как вокруг, так и внутри принадлежащего ему здания по адресу Адриен-Ле-Шеналь, 17. Штерн жил на 5-м этаже, окруженный сверху и снизу другими богатыми жильцами. На 1-м этаже располагался полицейский участок Женевы. Штерн также получил разрешение на скрытое ношение огнестрельного оружия и владел несколькими пистолетами. Получить разрешение на огнестрельное оружие в Европе сложно. Но Штерн, будучи отпрыском влиятельной семьи французских банкиров, связанной кровью и происхождением с деловыми и политическими лидерами Франции, имел связи в высших кругах. У Эдуарда была причина получить это разрешение. В последнее время ему несколько раз угрожали расправой неизвестные люди. Что касается его друга Сэнди Койфмана, то это было первое интервью в его жизни. Он остановил лифт, и вместе с репортером они спустились с 8-го этажа, который занимает Койфман, на 7-й, который занимал Штерн. Помещение на этом этаже маленькое и тусклое. Несколько кабинетов со стеклянными стенами сгруппированы вокруг площадки, где пара ассистентов изучает разноцветные столбцы цифр на экранах компьютеров. Койфман указывает налево в сторону углового кабинета Штерна. Дверь по-прежнему заклеена 2 полосками красной полицейской ленты. Далее они спускаются на 1-й этаж и выходят на улицу. На улице они проходят квартал и заходят в любимый ресторан Штерна, который специализируется на приготовлении суши. Ресторан называется Хашимото. Койфман начинает свой рассказ. В понедельник, 28 февраля, мы с женой сидели в этом углу, а Эдуард сидел там. Он указывает на другой угловой столик. Один. Он читал газету. Он трижды поцеловал мою жену в щеку традиционным швейцарским способом. Совершенно банально, совершенно нормально. Это был полдень понедельника. Как впоследствии выяснится,
Штерн посетит этот ресторан еще раз тем же вечером. Он снова будет один. Койфман говорил с ним по телефону 1 или 2 раза в тот понедельник. Бывшие партнеры обсуждали ставки по еврооблигациям и другие рабочие вопросы. После работы в будние дни друзья обычно не общались. Они могли встретиться разве что на выходных поесть пиццы. Как считали коллеги и близкие Эдуарда Штерна, за пределами офиса он жил спокойной жизнью. Его повседневной одеждой и дома, и на работе были синие джинсы и футболки. Ужинать он предпочитал у себя дома в одиночестве, яблоком и йогуртом. Он был заядлым читателем, читал всегда и везде. Хотя Сэнди Койфман хвастал, что увлек друга 2 американскими сериалами «Западное крыло» и «24 часа». Следующим утром Эдуард не явился на встречу с Сэнди, назначенную на 10:30. А перед этим в 9 часов утра он также пропустил встречу с владельцем ресторана, в который хотел инвестировать. Через 10 минут Койфману позвонил вахтер и сообщил, что утром Штерн не пришел на работу. Такое поведение было очень нетипично для Эдуарда. Он опаздывал практически постоянно, но всегда звонил и предупреждал об этом. Однако Койфман не стал волноваться. Он предположил, что Штерн находится в своей квартире. Буквально неделю назад он купил новенький зеленый Bentley Mulsanne за $300 000. И Койфман видел этот автомобиль в паркинге тем утром, когда припарковал рядом с ним свою машину. Значит, Эдуард точно был дома. Затем в 11 часов утра Штерн пропустил встречу со своим другом Уильямом Браудером, который руководил фондом Hermitage Capital Management. Секретарь Штерна позвонил Койфману и спросил, не вместе ли они сейчас. Койфман ответил, что не вместе, и добавил, что также не видел его сегодня. Начавший немного переживать Сэнди Койфман позвонил в квартиру Штерна. Ответа не последовало. Далее он позвонил на его сотовый телефон. Трубку также никто не взял. Он позвонил еще дважды, после чего отправился в Хашимото. Его он посетил в 12:30. Поговорив с секретарем Штерна в 13:45, он с удивлением узнал, что мужчина так и не появлялся на работе. Обеспокоенный Койфман вернулся в офис и попросил у одного из помощников Штерна ключ от его квартиры. Ключ долго искали, но найти его так и не смогли. Пока помощник звонил консьержу дома Штерна, жена которого по имени Мария Перес обычно убирала квартиру Эдуарда, Койфман позвонил в ближайшую больницу. Потребовалось полчаса, чтобы убедиться, что туда не поступало никого по фамилии Штерн или мужчин, соответствующих его описанию. В 14:30 Койфман и 2 его помощников встретили консьержа и его жену в коридоре возле апартаментов Штерна. «Я подумал, может быть, он поскользнулся и упал в ванной», — вспоминает Койфман. «У меня был друг, который умер от сердечного приступа в 45 лет». Мужчины начали обзванивать все больницы города. Так и не получив какой-то полезной информации, Сэнди приказал отпереть дверь, ведущую в жилище его бывшего делового партнера. Первое, что сделала Перес после того, как воспользовалась ключом и вошла в квартиру, это проверила, активирована ли охранная сигнализация. Оказалось, что она была отключена. Койфман вошел внутрь вместе с помощниками. Консьерж и его жена вышли и остались ждать в коридоре. Первое, что заметил Койфман, был небольшой столик за дверью. На нем лежал сотовый телефон Штерна, его бумажник и ключи. «Эдуард», — позвал Сэнди. Ответа не последовало. Койфман заглянул направо на кухню, там никого не было. Просторная гостиная Штерна была обшита панелями из светлого капового дерева. Стены украшали произведения современного искусства. 2 ветровки Эдуарда лежали на диване. Сэнди снова позвал по имени друга, но ответа опять не последовало. Далее Сэнди подошел к двери спальни. Она была приоткрыта. Рядом с дверью стояла пара кроссовок. Перес тоже заметила обувь, и ей показалась странной такая неряшливость. Она знала, что ее работодатель почти параноидально относится к порядку и чистоте. «Эдуард!» – позвал Сэнди в 3-й раз. Из спальни не доносилось ни звука. Он подошел вплотную к двери, толкнул ее пальцем, и дверь открылась. Спальня была выполнена без изысков. Простая комната, большая кровать, королевского размера, как сказали бы американцы, и ничего более.
Это была комната для тотального расслабления. Не было видно ни одной вещи. Все лежало во встроенных шкафах. Сразу за дверью на полу лежало что-то странное, а под этим предметом растекалась огромная лужа. Поначалу Койфман подумал, что это произведение современного искусства. Французы называют подобное сюрреалистическим искусством. Потребовалось мгновение, чтобы осознать, что я смотрю на труп в квартире Эдуарда. Он был с головы до пят покрыт какой-то плотью. Это был цветной костюм. Позднее я узнал, что это был латекс. На лицевой части не было никаких отверстий. Я не знаю, как в нем вообще можно было дышать. Он был больше похож на еще не одетый манекен. Труп лежал на боку. Невозможно было рассмотреть лицо человека, облаченного в этот странный костюм. Ничего нельзя было разглядеть. Вокруг тела была повязана тонкая белая веревка. Рядом лежал перевернутый стул. На стуле лежало еще несколько веревок. «Это выглядело жутко», — говорит он. «Вы смотрели фильм «7»? Вот на что это было похоже». Затем Сэнди достал свой телефон и позвонил в полицию, сообщив им, что обнаружил, по всей видимости, труп. Полицейские прибыли по указанному адресу через несколько минут. Следующий звонок в 14:17 Койфман совершил во Францию, в загородный дом юриста Кристена Ван Риеля. Дворецкий сказал ему, что Ван Риелю не здоровится. «Это действительно очень срочно», — сказал Койфман. «Сейчас же позовите его к телефону». Мгновение спустя к телефону подошел раздраженный Ван Риель. Что может быть такого срочного в это время суток? Койфман ответил: «Кристен, тащи свою задницу в Женеву прямо сейчас. Либо я только что обнаружил труп Эдуарда в его спальне, что означает, что тебе нужно разобраться со всеми административными документами. Либо я нашел еще чье-то тело, и в этом случае тебе светит совершенно другой набор проблем, с которыми нужно разобраться». Койфман отметил, что тело было такого же размера, как у Штерна. Он начал догадываться, что скорее всего это и есть Эдуард. Как только Койфман повесил трубку, Ван Риель перезвонил ему и спросил, уверен ли он, что это Эдуард. На что Сэнди ответил, что хотя он ничего не знал о сексуальной жизни Штерна, этот латексный костюм выглядит как некое извращение, и объяснил, что он делает невозможным опознание тела, не нарушая место происшествия. После описания подробностей Кристен без сомнений ответил: «Это Эдуард». Именно тогда Сэнди Койфман понял, что Кристен Ван Риель знал и о латексных костюмах своего клиента, и о проблемах в жизни Эдуарда. Он знал все. Кем же был этот знаменитый и в то же время загадочный финансист? Эдуард Штерн родился 18 октября 1954 года в Париже, в одной из богатейших семей Франции, владельцев частного инвестиционного дома Банк Штерн. Его отец, Антуан Жан Штерн, был потомком известной еврейской семьи банкиров из Франкфурта. Его мать, Кристиана Ларош, являлась бывшей женой французского журналиста и политика Жан-Жака Сервана Шрайбера. Эдуард, как говорится, родился с серебряной ложкой во рту. Мальчика с самого рождения учили быть великим человеком, ведь он был единственным наследником человека, чья семья заботилась о нуждах французской аристократии, начиная с 1823 года. Юный Эдуард рос в таунхаусе, расположенном в шикарном 7-м округе французской столицы. Детство мальчика протекало как детство самого обычного ребенка из богатой семьи. Со своими двумя сводными сестрами от первого брака матери и родной младшей сестрой он проводил летние каникулы на курорте Динар в Британии, а зимние каникулы катаясь на лыжах на роскошном курорте Межев, который часто посещают голливудские звезды. Он стал опытным лыжником, наездником, игроком в теннис и гольф, охотником и обладателем черного пояса по карате. Позднее его отправили учиться в школу в Англии, чтобы он мог усовершенствовать свой английский. Вернувшись в Париж, он поступил в элитную бизнес-академию ESSEC, высшую школу экономических и коммерческих наук. Тогда он скромно жил в маленькой квартирке в китайском квартале в 13-м округе Парижа. Существует история, достоверность которой не подтверждена,
О том, что во время учебы в Эссек Штерн поспорил с однокурсником, что сможет управлять своим Golf GTI в черте города со скоростью более 180 км в час. Группа друзей, вооруженных секундомерами, собралась в 3 часа ночи, чтобы посмотреть на это. Когда Штерн проехал мимо на машине, они увидели, что она действительно двигается со скоростью более 190 км в час. К сожалению, это увидел и полицейский патруль, который задержал Штерна. За эту выходку его лишили водительских прав. А некоторое время спустя Штерн разместил на доске объявлений бизнес-школы объявление, в котором спрашивал, не хочет ли кто-нибудь водить его спортивную машину дважды в день. Несколько однокурсников откликнулись, и именно так Штерн обзавелся своим первым личным водителем. Друзья, знавшие Эдуарда в подростковом возрасте, описывают его как упрямого, импульсивного, нетерпеливого и полного уверенности в себе крепкого молодого человека, который смело смотрит в будущее. Его ближайшим другом был Давид Брауншвиг. У них был общий репетитор по математике, а свободное время они проводили, гоняя на мотоциклах, ухлёстывая за девочками и играя в гольф. 20 лет спустя Брауншвиг возобновил свою дружбу с Эдуардом, когда оба оказались в Лазар, консалтинговой фирме, занимающейся инвестиционной банковской деятельностью, управлением активами и другими финансовыми услугами. Также Лазар является крупнейшим в мире независимым инвестиционным банком. Что меня поразило, так это то, что хотя за это время он добился огромного успеха, он не изменился. В нем сохранилась преемственность между подростком и опытным бизнесменом. Я нашел это очень интересным, говорит Брауншвиг. То, как он выделялся как в юности, так и в зрелом возрасте, я бы охарактеризовал как лихой характер. Все, что он делал быстро и блестяще. Он всегда хотел бросить вызов существующему порядку вещей. Для него не существовало никаких табу. В результате строгости и дисциплины в образовании у многих европейских детей развивается застенчивое или замкнутое поведение. Эдуард всегда был откровенным и непочтительным. Это потому, что с раннего возраста у него было огромное чувство собственного достоинства. Ему не угрожал никакой существующий порядок. Он писал свои собственные правила. В 1976 году, когда Штерну исполнилось 22 года, его бабушка и дядя предложили ему заменить собственного отца на посту президента пошатнувшегося банка Штерн. Отношения с отцом, конечно же, были разрушены. Французские газеты называли Эдуарда ужасным ребенком и осуждали за изгнание собственного отца. Для газетных заголовков он был просто монстром, вспоминает декоратор Робер Кутюрье, друг семьи Штернов. Эдуард, презиравший публичность, никогда не допускал посторонних в свою личную жизнь. Бабушка Штерна, которая во время войны бежала от нацистов и работала продавщицей в Бергдорф Гудман на 5-й авеню, обеспокоилась тем, что у внука нет доверенных лиц его возраста среди сидеющих сотрудников банка, и пригласила щеголеватого молодого юриста по имени Кристен Ван Риель, который будет оставаться адвокатом и резонатором идей Эдуарда в течение последующих 25 лет. Ван Риель впоследствии станет распорядителем имущества Штерна. «Все говорили, что Эдуард украл банк у своего отца», рассказывал Ван Риель в одном из интервью. Но он не мог этого сделать, потому что у него не было ни единой акции. Все это провернули его бабушка и 2 брата отца. Это они все сделали. Они выгнали его. Его отец уже собирался уходить, когда Эдуарда привели спасать банк. Что он и сделал. В 1983 году 29-летний Штерн женился на Беатрис Давид Вайль, дочери Мишеля Давида Вайля, главы нью-йоркского банка Лазар. В 1980-е годы Штерн провел реорганизацию семейного банка, расширив его деятельность на финансовых рынках, а также в сфере слияний и поглощений. Таким образом, Эдуард Штерн не только спас банк Штерн от банкротства, но и вернул ему прибыльность, в конечном счете получив немыслимые $335 миллионов за сделку по его продаже ливанским инвесторам в 1985 году. Благодаря пункту, приложенному к контракту, Эдуард сохранил авторские права на свою фамилию. Сразу после продажи он основал новый банк с аналогичным названием и бизнес-профилем и привлек туда многих своих бывших клиентов. В 1988 году
Он продал и этот банк почти за 2 миллиарда франков швейцарской банковской корпорации SBS. В результате этих сделок Штерн ворвался в ряды богатейших людей Франции, заняв 38-е место в списке Forbes. В одночасье распространились предположения о том, что он будет делать дальше. Его брак с Беатрис в 1984 году позволил Штерну войти во влиятельную семью Давида Вайля и сделал его кандидатом на управление большой структурой. К 32 годам он уже находился в статусе генерального директора. Почти все, с кем он разговаривал, говорили о том, как Штерн доминировал в любой комнате, в которую входил. «Он обладал огромным обаянием», — говорит Брауншвиг. «Он был практически неотразим. Когда он входил в помещение и начинал говорить, это привлекало внимание людей. Нет, не из-за серьезности его намерений, а просто вы знаете, есть люди, которые обладают неотразимой внешностью, харизмой. У него все это было с самых ранних лет». После продажи банков Штерн провел 5 лет, разминая ноги, инвестируя в различные предприятия вместе со своим троюродным братом и близким другом Джейсом Голдсмитом. Наконец, в 1992 году Эдуард принял приглашение тестя войти в состав команды «Лазар», где его включили в исполнительный комитет. Предполагалось, что его готовили на смену Давиду Вайлю, поскольку у последнего были только дочери, и Штерн считался единственным наследником банковского магната. Однако с самого начала эта схема дала сбой. У Штерна был образ мышления принципала, богатого инвестора, в то время как репутация Лазар была построена на сервисе, то есть обслуживании богатых клиентов. Хуже того, его переезд совпал с редким периодом волнений в банке тестя, который Эдуард с присущим ему резким стилем ведения дел только усугубил. Штерн не только не унял беспокойство некоторых партнеров, а напротив взбудоражил их. Говорят, что в этой фирме он нравился очень немногим. Он был абсолютно безжалостен. В Лазар очень важен символизм, то, как вы действуете, то, как вы преклоняетесь перед Мишелем, его основателем. Эдуарду было плевать на все это. Ему было все равно, кого он мог разозлить. Он был богат и привык делать все по-своему. У него было полно денег, чтобы послать любого человека. И именно так он и действовал. Число жалоб на Штерна росло, а в середине 1997 года он вступил в горячий спор с одним из партнеров Лазар в Париже по поводу того, кто из них должен занять место в совете директоров ведущей французской алюминиевой компании. Для Давида Вайля это стало последней каплей. Штерна попросили покинуть компанию. Его выходное пособие было очень щедрым. Дочерняя компания Лазар согласилась инвестировать $300 миллионов в фонд, которым Штерн начал управлять из Женевы, налоговой гавани, которая также была одним из его любимых городов. Штерн, в свою очередь, согласился инвестировать эти деньги. Примечательный факт из биографии Эдуарда. Однажды во время поездки в Москву, где он инвестировал средства в фонд Hermitage, когда он возвращался в свой самолет, сотрудник иммиграционной службы заметил, что Штерн не может покинуть страну, поскольку в его кошельке было слишком много российских рублей. «Я не считаю это проблемой», – возмутился Штерн. «У вас есть зажигалка?» Когда охранник дал ему зажигалку, Штерн драматично сжег пачку банкнот на сумму в несколько тысяч долларов. У сотрудников сразу же отпали все вопросы, и Эдуарда выпустили из России. Большую часть своего времени он проводил, путешествуя по миру, изучая инвестиционные возможности в Москве, Токио, Нью-Дели, Сан-Паулу, Мехико и других местах. Он был поклонником современного искусства, оперы и истории. Часто цитировал Черчилля и Наполеона. Штерн каждый год проводил по целому месяцу на охоте на крупную дичь, в основном в Африке. У него была обширная коллекция оружия. Головы мертвых животных с блестящими стеклянными глазами были развешаны по стенам его каретного сарая на территории обширного поместья, огромного замка 17 века, расположенного на нескольких сотнях акров под Парижем. Будучи заядлым охотником, Штерн также имел в своем пентхаусе довольно большой арсенал ружей, пистолетов и винтовок. Анонимный источник в полиции сообщил, что в пентхаусе насчитывалось свыше 50 единиц огнестрельного оружия, многие из которых были крупнокалиберными. Источник также сообщил, что зарегистрирована была только половина его коллекции. У Эдуарда было две стороны, отмечает Сэнди Койфман.
В личной жизни за обедом и ужином он был обаятелен, остроумен, словом, идеальный французский интеллектуал. Он мог вспомнить практически любую изюминку, которую когда-либо произносил Черчилль. Он мог продолжать бесконечные дискуссии о современном искусстве, музыке, да о чем угодно. Но у его характера была другая сторона. Именно эта сторона пугала подчиненных и заставляла вздрагивать близких друзей. У него была самая низкая терпимость к глупости. Но его это нисколько не беспокоило. Особенно сильно это качество проявлялось на работе. Он увольнял людей за малейшую оплошность. Часто на него накатывали приступы крика. Во время вспышек ярости он часто называл подчиненных чертовыми идиотинами. Хотя зачастую он потом извинялся. В его офисе была очень высокая текучесть кадров. Как-то раз Штерн нанял нового биржевого аналитика и нового трейдера. Однажды, когда аналитик был в отпуске, Эдуард попросил трейдера немного поработать аналитически. Трейдер не справился с аналитической работой, был назван чертовым идиотом и тут же уволен. Месяц спустя он уволил аналитика, который плохо выполнил обязанности трейдера. На возражение коллег, что данные задачи не соответствовали их должностным инструкциям, Штерн отвечал: «Вы все мои рабы, выполняйте». Штерн также очень необычно принимал пищу. Как уже было сказано ранее, его любимым блюдом были суши. Но самой отличительной и необычной характеристикой Эдуарда было количество суши, которое он ел. Он мог съесть 50 или 70 кусочков за один присест. Обычный его счет в ресторане составлял 300 или 400 долларов. Зачастую, когда Эдуард заказывал такие огромные порции, официант переспрашивал, не ошибся ли он, или не ожидает ли он кого-то еще. Потому что такого количества суши хватало, чтобы досыта накормить 5. Метаболизм Эдуарда был примерно в 3 раза выше метаболизма среднестатистического человека. При этом он никогда не набирал лишний вес. Ненасытный аппетит Штерна в сочетании с его нетерпеливостью играл с ним злую шутку в финансовом мире. Даже когда ему представлялась инвестиционная возможность в размере 50 миллионов долларов или больше, он мог принять решение за считанные минуты. Его инвестиционный стиль представлял собой смесь скрупулезности и импульсивности. Он был очень уверен в своих способностях и поэтому принимал решения очень быстро. Иногда слишком быстро. Штерн был настолько импульсивен, что Сэнди Койфман ввел правило 24 часов. То есть деньги нельзя было инвестировать в течение как минимум 24 часов после того, как была представлена такая возможность. Поспешность стала проблемой с третьей и крупнейшей его инвестицией в 89 миллионов долларов, которые он вложил в фирму Родиа. Это была катастрофа. Вскоре после этого акции его компании начали падать. Короче говоря, Штерн начал в открытую ругаться с руководством Родиа. Когда это не сработало, он начал борьбу за место в совете директоров компании. В 2003 году он проиграл. Позднее в том же году он подал в суд. Судебный процесс оказался очень сложным. В середине 2004 года, когда судебные споры ужесточились, у Штерна состоялся странный разговор с судьей во Франции, в котором судья предложил Эдуарду получить разрешение на ношение оружия. Позднее он добился аналогичного разрешения для Швейцарии. Но Эдуард не предпринял никаких усилий для повышения своей личной безопасности и не нанял телохранителя. Тем не менее, он открыто волновался, и это беспокоило его партнеров. Именно поэтому во вторник 1 марта 2005 года, когда Койфман обнаружил тело Штерна, ряд его соратников сразу же вспомнили о судебном процессе по делу Родиа. Тем более, что экономическое и политическое руководство Франции на протяжении десятилетий тесно переплеталось в рамках экономической политики, называемой дирижизмом. Так, например, глава аудиторского комитета Родиа Тьерри Бретон стал министром финансов Франции в 2005 году, вскоре после ухода из Родиа. Новость о гибели 50-летнего Эдуарда Штерна словно муссон охватила высшие социальные и финансовые круги Нью-Йорка и Парижа. Все знали Эдуарда Штерна или по крайней мере слышали о нем. В Париже его смерть была равносильна смерти Рокфеллера. До 1998 года он был женат на Беатрис Давид Вайль,
дочери председателя Лазар Мишеля Давида Вайля. У Эдуарда и Беатрис, которая на момент его гибели работала в Созебайс на Манхэттене, было 3 детей. Дети проживали с матерью, однако после развода бывшие супруги оставались близкими друзьями, иногда разговаривая по телефону по нескольку раз в день. Беатрис даже знала имена новых подруг бывшего мужа. Однако в тот день, 1 марта 2005 года, Эдуард ей так и не позвонил. Женщина начала нервничать. В тот день необычно спокойный город Женева был необычайно оживленным и многолюдным. Подходил к концу 2-й день Женевского автосалона, одной из крупнейших в мире выставок автомобильной промышленности. Тысячи журналистов, руководителей автопрома и экспертов создавали пробки, разъезжаясь по своим гостиницам. Любой, кто стоял в пробке в тот день с включенным радио, быстро узнал, что сегодня при загадочных обстоятельствах был найден мертвым крупный финансист. Новости распространились быстро. Через несколько часов после смерти Штерна в Женеве, Париже и Нью-Йорке распространились причудливые теории, многие из которых касались инвестиций, которые он, по слухам, сделал в России, и вмешательстве в дело русской мафии. Другие были связаны с жестоким судебным процессом, который он вел с французской компанией, в которую вложил кучу денег. Слухи о состоянии, в котором было обнаружено его тело, с флером садомазохизма или другого фетишизма, оказались слишком непристойными даже для обычно сдержанных и осмотрительных властей Женевы. Вскоре просочились в медиа и распространились по всему миру. Затем, через 48 часов после обнаружения тела, швейцарская газета Tribune de Genève буквально взорвала бомбу в мире новостей. Эдуард Штерн на самом деле был убит. В него стреляли 4 раза. Но еще более поразительным открытием стало то, что его нашли одетым в латексное боди телесного цвета. Тайна убийства, которая поначалу казалась наполненной политическими и корпоративными интригами, внезапно приняла резкий поворот в сторону сексуальных извращений. У многих людей, особенно банкиров, до сих пор не выходила из головы новость о смерти банкира-миллиардера Эдмонда Сафры, который погиб во время пожара в своем доме в Монако в декабре 1999 года. Его смерть тоже выглядела довольно странной. В ночь перед пожаром все его охранники почему-то были распущены по домам, чего ранее никогда не делалось. А пожар, как потом выяснится, устроил личный медбрат Сафры по имени Тед Махер. В прошлом офицер спецподразделения США «Зеленые береты». Сразу после ареста Махер заявил, что в особняк проникли 2 злоумышленников, и что он отбился от них, получив ножевые ранения. Он сообщил другой медсестре о нападавших и дал ей свой мобильный телефон, чтобы она могла позвать на помощь. Он приказал ей отвезти Эдмона Сафру в безопасное место, а сам отправился в ближайший медпункт, где зажег туалетную бумагу в корзине для мусора, чтобы активировать дымовую сигнализацию с намерением привлечь внимание. Бумага разгорелась, и огонь перекинулся на стены здания. Махер, истекая кровью и чувствуя слабость, спустился вниз в вестибюль здания за помощью. Но хотя полиция и пожарные добрались до здания мгновенно, они так и не смогли спасти из огня банкира и медсестру. Несколько дней спустя главный прокурор Монако объявил, что Махер признался, что устроил поджог, чтобы привлечь к себе внимание работодателя, поскольку он ревновал к 7 другим медсестрам Сафры. Кроме того, выяснилось, ножевые ранения нанес он себе сам. Теда Махера впоследствии приговорили к 10 годам лишения свободы. А тут еще и загадочная гибель другого банкира из списка Forbes – Эдуарда Штерна. Расследование убийства Штерна было поручено следователю Мишелю Александру Граберу. Последнему придется решить на основе доказательств, обнаруженных судебной полицией Женевы. Сможет ли кантон Женева успешно привлечь к ответственности убийцу или убийц Штерна? Швейцария, а точнее Швейцарская конфедерация, состоит из 26 суверенных государств-кантонов. В каждом кантоне есть свое правящее правительство, казначейство, судебная система, полиция и законы, школы и университеты, где обучение ведется на официальном языке кантона – немецком, французском, итальянском или ретро-романском. Каждый кантон также имеет свою столицу.
Так Женева является столицей кантона Женева. Берн является общей или федеральной столицей и резиденцией федерального правительства, которое отвечает за вооруженные силы и пограничную охрану конфедерации. Кантональные полицейские органы подчиняются не федеральным властям, а кантональным управляющим советам. Грабер сообщил журналистам лишь то, что тело Эдуарда Штерна было найдено в его пентхаусе. Банковский мир также сомкнул ряды. Швейцарские банкиры должны 2 раза в год под присягой подписывать заявление о конфиденциальности клиентов. Они также должны взять на себя обязательство сообщать своему начальству о любых необычных операциях на счетах клиентов. Например, если крупная сумма денег вносится прямым переводом на счет клиента кем-то, скажем, в Австралии или Аргентине, а через несколько дней эта сумма переводится на другой счет, скажем, в Париже или Панаме, частный консультант или советник клиента обязаны позвонить клиенту для получения объяснений. Если объяснения клиента кажутся подозрительными, банк немедленно начинает расследование. Конечно, все это делается осторожно и максимально любезно, но в наши дни швейцарские банки сохраняют максимальную бдительность в отношении отмывания денег. Это важное уточнение сыграет роль в расследовании. Вскрытие показало, что в Штерна было выпущено 4 пули калибра 9 мм. 2 из них застряли в голове и 2 в грудной клетке. Одна из тех, что были у него в голове, находилась прямо между его глазами. Судебно-медицинская экспертиза показала, что эта пуля была выпущена первой. Эдуард погиб мгновенно. Но в него выпустили еще 3 пули. Одна пуля, даже 2 пули в голову, наверняка могли указывать на то, что стрелявший был профессиональным убийцей. Но тот факт, что из пистолета было произведено 4 выстрела, указывал на обратное. Убийца профессионалом не был. Получается, убийца стоял рядом с уже мертвым человеком, но продолжал стрелять в гневе, ненависти или мести, восклицая «Получай, ублюдок!». А как мы уже знаем, врагов у Эдуарда Штерна было предостаточно. Штерн неоднократно упоминал нескольким коллегам, что его беспокоит дело Родиа. Как вы помните, он подал заявление на получение разрешения на ношение оружия. Французские законы об оружии чрезвычайно затрудняют получение разрешения, и если заявка удовлетворена, разрешение обычно запрещает владельцу выносить оружие за пределы своего дома. Штерн же без проблем получил разрешение на ношение безо всяких ограничений. Тогдашним министром внутренних дел Франции был человек по имени Николя Саркози, ставший впоследствии президентом Франции. Штерн был другом Саркози и его тогдашней жены Сесилии. Полиция обнаружила письма, написанные почерком Николя и Сесилии, среди личных бумаг Штерна в его пентхаусе. Разрешение на ношение оружия, выданное Штерну французами, позволяло ему носить огнестрельное оружие в любое время и в любом месте во Франции. Швейцарские законы об оружии гораздо менее строгие, чем законы Франции. Это означает, что у Штерна также не было проблем с получением разрешения на оружие в Швейцарии. Процент владения оружием среди населения в Швейцарии является самым высоким в Европе. По оценкам, на население в 7 миллионов человек приходится 3 миллиона владельцев огнестрельного оружия. Мало того, что швейцарские солдаты и полицейские держат свое оружие дома, все трудоспособные швейцарские мужчины в возрасте от 20 до 34 лет являются армейскими резервистами и также хранят свое оружие дома. Кроме того, как вы помните, у него была обширная коллекция охотничьего оружия. Итак, если Штерн был вооружен до зубов, то почему он не защитился? А также кто и зачем заставил его надеть латексный костюм? Может, он увлекался садомазохизмом, и сексуальная игра, в которой использовалось оружие, пошла совсем не по плану. На протяжении нескольких дней после известия об убийстве Эдуарда, французская и швейцарская пресса бушевала слухами и предположениями о возможной связи его смерти с Родиа или с русской мафией. Но следуя швейцарскому усмотрению, женевские следователи вскоре выявили главного подозреваемого в убийстве Эдуарда, о котором пресса оставалась в неведении до тех пор, пока полиция не произвела арест. В Женеве очень просто найти женщин, готовых продать свое тело, и на них имеется большой спрос. Политика нейтралитета Швейцарии делает страну идеальным выбором для штаб-квартир таких международных организаций, как ООН, ЮНИСЕФ,
УВКПЧ, УВКБ и Красного Креста. А близость Женевы к таким столицам, как Бонн, Лондон, Париж и Рим делает город идеальным конференц-центром. Не менее 200 международных организаций имеют свои европейские штаб-квартиры в Женеве, и ежегодно там проводится около 8000 международных конференций. Поэтому здесь оказывается очень много мужчин, которые оставили своих жен или подруг дома. Как следствие, в городе процветает секс-индустрия. Проституция в Швейцарии легальна, и в каждом кантоне действуют свои законы. Они определяют, где и как проститутка может заниматься своим делом. Однако в каждом кантоне проституция запрещена в районах вблизи церквей, школ и больниц. В этот список также входят жилые районы. Проститутки должны вставать на учет в полиции и проходить регулярные медицинские осмотры. Сутенерство не допускается, а путане не разрешается выставлять на показ свои товары. По оценкам Швейцарской Федерации по борьбе со СПИДом, в стране насчитывается 14 тысяч проституток, из которых 92% женщины. Число их клиентов, все из которых мужчины, оценивается в 550 тысяч человек в год. Официальный возраст согласия в стране 16 лет. Кантон Женева легализовал проституцию раньше остальных, в октябре 1992 года. И сегодня, по оценкам социальных работников, только в городе Женева, с населением 202 тысячи человек, проживает 1500 проституток. Большинство проституток этого города прибыли из России, Украины, Болгарии и Румынии. Также немалую часть составляют француженки. В 2004 году Швейцария подписала Шенгенский договор Европейского Союза, который открыл границы страны для других граждан Европейского Союза. С того момента французские женщины получили возможность ежедневно пересекать границу утром, чтобы поработать в Швейцарии, и вечером, чтобы вернуться к себе домой во Францию. Женевские проститутки делятся на две категории: пуль де люкс – девушка по вызову высокого класса, и уличная проститутка. Последняя работает в районе, расположенном недалеко от городской железнодорожной станции Корнавен. Этот район известен как Лепаки. На улице Берна полно секс-шопов, стриптиз-клубов и массажных салонов. Этот район никогда не спит. Всю ночь возле станции стоит длинная очередь такси, ожидающих, чтобы отвезти домой секс-работниц, их клиентов или гуляк, выходящих из многочисленных китайских, филиппинских, греческих или турецких ресторанов. Небольшая полицейская машина незаметно патрулирует территорию от заката до рассвета. Высококлассная девушка по вызову работает в барах роскошных отелей. В Женеве 15 пятизвездочных и 26 четырехзвездочных отелей. Но был ли Эдуард Штерн клиентом подобных женщин? Полицейские быстро установили, что он вел себя скромно не только в своей профессиональной, но и в личной жизни. Однако они также узнали, что в 1997 году он был близок с бывшей мисс России, Юлией Лемиговой, которая в те годы жила в Париже. В 1999 году она родила сына, которого назвали Максимилиан. В свидетельстве о рождении мальчика не было указано имя отца, но мало кто в окружении Эдуарда сомневался в том, кто его отец. Мальчик, которому было всего 5 месяцев, и который находился на попечении Эдуарда, умер в парижской больнице в 2000 году, по-видимому, от травмы головы, вызванной чрезмерной тряской. Обстоятельства этого дела до сих пор не ясны. Тогда Юлию предупредили даже не упоминать эту тему. Но за малышом, который стал предметом битвы за опеку, присматривала няня. Она исчезла вскоре после его смерти. Тогда Юлия заявила, что к смерти причастна няня, и было начато полицейское расследование, которое так и неизвестно, чем закончилось. Няня была нелегальной иммигранткой из Румынии, и предполагалось, что она бежала обратно в свою страну. После этого случая Штерн видел бывшую мисс Россия все реже, а вскоре они вовсе перестали общаться. Однажды Эдуард даже пригласил своего психоаналитика встретиться с Юлией за завтраком, чтобы определить, станет ли она подходящей женой. Психиатр сделал выводы, что Юлия будет ему плохой супругой. Как правило, сексуальная жизнь каждого человека всегда окутана тайной и не выставляется на показ. Еще сложнее узнать о сексуальных предпочтениях человека, когда этот человек богат и может заплатить за секретность. А если этот человек живет в Швейцарии, мировой столице секретности,
начинаешь ощущать густые облака тайн, окутывающих личную жизнь Эдуарда Штерна. Он был увлекающейся натурой. Еще до его смерти коллеги открыто рассуждали о его сексуальной ориентации. Постоянно ходили слухи, что он гей. После его смерти подробности сексуальной жизни Штерна стали главной темой званых обедов в Париже и Нью-Йорке. Одна международная бизнес-леди утверждала, что у Штерна была любовница в Париже. Я слышала, как она говорила, что она та еще извращенка и обожает Эдуарда, потому что у него самый красивый член в мире. А еще у нее был огромный черный фалоимитатор, который она использовала на своих любовниках. Как у любого типичного француза, у Штерна был свой круг любовниц, с которыми он был чрезвычайно щедр. Когда эта щедрость пересекала все мыслимые границы, вмешивался Кристен Ван Риель, личный юрист Эдуарда. В начале 90-х Штерн сообщил Ван Риелю, что собирается купить одной из своих любовниц квартиру на Манхэттене за $1,5 миллиона. После того, как скептически настроенный Ван Риель предложил ему сказать своей возлюбленной, что он готов купить квартиру и сдавать ее этой девушке, любовница мгновенно покинула Эдуарда, как Ван Риель и обещал. Хваленые аналитические способности Штерна отключались в случае общения с представительницами слабого пола. Каждый чертов мужчина в мире, от Эдуарда до моего отца, в случае, когда женщина говорит ему, что он самый красивый и самый умный, он в это верит. Со вздохом говорит советник семьи Штернов. Одна из старых подруг Беатрис, бывшей жены Эдуарда, говорила, что окружающие неоднократно удивлялись ее отказу признать сексуальные приключения Штерна во время их брака. После развода Эдуард и Беатрис оставались близкими друзьями, иногда созванивались по нескольку раз в день. Беатрис даже была в курсе некоторых новых подруг Эдуарда. По словам семейного консультанта, за несколько недель до его смерти их было как минимум 3. Они проживали в Женеве и Париже. В разговоре Штерн редко упоминал их имена, но взял за правило давать им прозвища. Одну из любовниц он называл «Латекс». Каким бы странным ни выглядело это дело, сразу стало понятно, что полиции раскрыть его будет не так уж и сложно. Единственный путь в квартиру Штерна лежал через гараж и вестибюль, оборудованный камерами наблюдения. Тот, кто убил Эдуарда, обязательно будет запечатлен на видеозаписях. Поэтому вскоре выяснилось, что той ночью в квартиру Штерна заходил только один человек. И это была его любовница по имени Сесиль. Ее звали Сесиль Брассар. На тот момент ей было 36 лет, и она была скульптором. Однако помимо скульптур, которые она создавала в свободное время, ее основной работой, судя по всему, был очень дорогой эскорт. К тому же она специализировалась на садомазохистском сексе. История Брассар не является какой-то уникальной. Проблемная дочь французского менеджера по рекламе, она сменила ряд низкооплачиваемых должностей. Была официанткой в парижском пригороде Руасси, продавцом в магазине кожаных изделий, проработала моделью в нескольких модельных агентствах. Согласно интервью, которое ее отец дал женевской прессе, в середине 90-х она решила с головой уйти в эскорт. С тех пор отец и дочь практически не общались. Как и большинство девушек по вызову, Сесиль Брассар предпочитала мужчин постарше, чем богаче, тем лучше, поскольку ее запросы были очень высоки. Шанель, Эрмес, серый Мерседес. В 1993 году она потратила свои сбережения на покупку небольшого дома в деревне Нантей-ле-Одуэн, недалеко от Парижа. Она использовала его как убежище, и там же она ваяла странные эротически обнаженные фигуры, которые надеялась однажды выставить в своей собственной студии. В 1996 году 26-летняя Сесиль вышла замуж за 56-летнего фитотерапевта по имени Ксавье Желе, который управлял клиникой, расположенной в часе езды от Женевы. По данным Женевской газеты, пара погрязла по уши в долгах. На протяжении всего замужества Брассар работала в эскорт-службе, часто проскальзывая в номера женевских отелей как Алиса в образе госпожи. По некоторым сведениям, именно так она и познакомилась со Штерном. Их отношения, которые ее адвокат датирует 2001 годом, похоже, начались на чисто профессиональной основе. Согласно некоторым источникам, Брассар какое-то время была связана с печально известной сетью Margaret Network, трансевропейской эскорт-службой, которой руководила британка по имени Маргарет Макдональд, и которая была ликвидирована французской полицией в 2002 году. То, что начиналось с банального секса за деньги,
вскоре превратилась в нечто более сложное. Брассар хотела продолжить карьеру в области скульптуры и дизайна интерьеров. И Штерн хотел того же. Он нанял ее для создания дизайн-проекта своей квартиры. Как минимум дважды Эдуард брал ее с собой в командировки. По словам коллег, их пунктами назначения были Россия и Индия. Штерн настолько тщательно скрывал свою личную жизнь, что его партнер Сэнди Койфман и другие его коллеги узнали о расставании Эдуарда и Беатрис только через 6 лет после их развода. А о разводе узнали вообще после смерти Штерна. Отношения Штерна с Брассар складывались не совсем удачно. При каждой встрече Штерн умолял ее бросить мужа и выйти за него замуж. Но каждый раз она возражала, говоря, что опасается сценария, при котором она бросит все, что у нее имеется, только для того, чтобы Штерн потерял к ней интерес и оставил ее у разбитого корыта. Однако Эдуард все же нашел, как разгонять тоску. 12 февраля 2005 года, за 2 недели до убийства, он открыл банковский счет на имя Сесиль Брассар и положил на него $1 миллион. Через несколько недель после его смерти было высказано несколько предположений, зачем он это сделал. Как позднее расскажет полиции сама Брассар, Эдуард перевел ей эти деньги, чтобы она рассталась с мужем и обрела финансовую независимость. Но этот план не сработал. 24 февраля Штерн позвонил Кристену Ван Риелю и сказал, что у него имеется проблема. Штерн сообщил своему адвокату о Брассар, об $1 миллионе и что она куда-то пропала. Ван Риель закатил глаза, затем, взяв номера Сесиль, позвонил в ее квартиру, в загородный дом и на мобильный телефон. Ему никто не ответил. С одобрения Штерна Ван Риель приказал заморозить ее банковский счет. Штерн был угрюм. Он считал, что навсегда потерял свою возлюбленную. Ван Риель же так не считал. Теперь, когда счет Сесиль был заморожен, он предрек, что она позвонит уже на следующий день. Так и вышло. Брассар была не в восторге от заморозки счета. К пятнице Ван Риель вернулся в свой загородный дом во Франции. Только после смерти Штерна он узнал, что Эдуард организовал для Сесиль Брассар перелет из Парижа в Женеву в тот же день, 25 февраля. И что Штерн встречался с ней как минимум дважды в эти выходные, предположительно, чтобы обсудить замороженный банковский счет. Их последняя встреча состоялась, когда Брассар пришла в квартиру Штерна вечером, в понедельник, 28 февраля. Все, что известно о той ночи, получено из вторых и третьих рук, от адвокатов и местных репортеров, которые обнаружили пару утечек из полиции. По словам Сесиль, они со Штерном сначала разговаривали на кухне, потом ему захотелось заняться сексом. Он надел латексные боди, а она свой садомазохистский наряд. Черные колготки, черную кожаную мини-юбку с подтяжками и кожаный топ. У нее был кнут и еще немного белой веревки. Она связала Эдуарда, в его латексном боди было 4 отверстия, 2 для глаз, 1 для рта и 1 в области промежности. У ее колготок также было отверстие в области промежности. Он нажал на кнопку, спрятанную в мебели гостиной, и выдвинулись 2 потайных ящика. В одном лежали секс-игрушки для занятий любовью, в другом – 3 заряженных пистолета. Сесиль Брассар продолжала задавать вопросы о деньгах, но Эдуард отказывался говорить на эту тему. Его руки были связаны, а сам он сидел верхом на одной из игрушек из первого ящика. Когда Сесиль снова начала разговор о деньгах, Эдуард выпалил: $1 миллион слишком много для шлюхи. Тогда Сесиль в ярости схватила один из пистолетов модели Smith & Wesson и выстрелила в мужчину в упор. Когда в него попала первая пуля, Эдуард, который в свои 50 лет находился в превосходной физической форме, встал, но рухнул на пол после того, как Сесиль произвела еще 2 выстрела в его тело. Затем она произвела последний выстрел в его правый висок. Эдуард Штерн лежал мертвым на полу своей спальни. 1 пуля попала ему в грудь, 1 в живот и еще 2 в мозг. Действия Сесиль сразу после того, как она в упор выпустила 4 пули в любовника, являлись основным предметом споров между прокурорами и адвокатом Сесиль. Защита утверждала, что после преступления Сесиль действовала безумно и иррационально, в то время как обвинение утверждало, что у нее были рациональные мотивы для всего, что она делала после убийства Эдуарда, и она полностью контролировала свои действия. Убив Эдуарда, Сесиль попыталась замести следы. Она собрала свое фетишистское снаряжение – колготки, собачий ошейник, латексный костюм и другие аксессуары, а также несколько банок диетической колы, которую они пили с Эдуардом, и положила все это в черную кожаную сумку.
А орудие убийства, 2 других крупнокалиберных пистолета, которые Эдуард держал в ящике, и 4 стрелянные гильзы положила в белую матерчатую сумку. Затем в 21:15 она вышла из квартиры, заперев за собой дверь. Дорога из Женевы в Монтрё пролегает через одно из красивейших мест в мире. Сначала вы едете вдоль озера с водометом с высотой струи в 152 метра, что является самым высоким показателем в Европе. В ясный день гора Монблан высотой 4810 метров простирается на горизонте за озером. Затем вы сворачиваете на шоссе, которое проходит через холмы и террасные виноградники Лаво, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако в ту ночь Сесиль Брассар не обращала внимания на прекрасный пейзаж. У нее была только одна мысль – вернуться в Монтрё как можно быстрее, но сделать это так, чтобы радар наблюдения за скоростью на шоссе не зафиксировал ее скорость выше разрешенных 120 км в час. Тем не менее, она нарушила еще один швейцарский закон о дорожном движении. Она сделала 2 звонка по мобильному телефону. Один звонок был произведен адвокату, другой мужу. Она оставила на телефоне адвоката сообщение о том, что совершила какую-то глупость, но не вдавалась в подробности. Мужу она сказала, что у нее была еще одна ссора со Штерном, и с нее достаточно, поэтому она должна лететь на другой конец света. Достигнув Монтрё, она остановилась у причала, где речные катера забирали пассажиров для круизов по озеру, дошла до его конца и бросила белую матерчатую сумку в воду. Она снова остановилась, хотела избавиться от кнута. Городские инспекторы по строительству уже утром выставили мусорные баки, в один из которых женщина и выбросила кнут. Существует несколько версий, согласно которым Ксавье Жиле знал о том, что произошло в пентхаусе Штерна. Но, как выяснила полиция, прослушав записи разговоров мобильных телефонов пары, через несколько минут после того, как Брассар завершила разговор с мужем, его мобильный телефон записал звонок, в котором он зарезервировал для нее билет на поезд до Рима. В тот же вечер она должна была сесть на поезд Монтрё-Рим, отправлявшийся в 23:40. Следующий звонок был с просьбой забронировать для жены билет в Сидней, Австралия. Она должна была вылететь из Рима рейсом Australian Airlines следующим утром в 7:40. Вернувшись домой, Брассар бросила одежду в чемодан на колесиках, а затем сделала еще один телефонный звонок. Она позвонила тете и дяде во Францию, своим ближайшим родственникам. Они знали, что их племянница была любовницей Штерна, и знали, что в последнее время их отношения были накалены. В тот вечер она оставила им сообщение о том, что она снова поссорилась с Эдуардом и собирается на некоторое время уехать. Сесиль села на поезд, идущий в Рим, но поняла, что по ошибке, когда поезд уже отъехал от станции, села в местный пригородный поезд. Она сошла с поезда в соседнем городе Вильнёв и взяла такси, чтобы добраться до следующей станции раньше поезда и там же сесть в нужный поезд. Однако и туда она опоздала. В итоге Сесиль на такси за 800 евро доехала до аэропорта Милана. Ее путь составил более 700 километров. По пути Сесиль выбросила в окно стрелянные гильзы от орудия убийства и ключи от квартиры Эдуарда. Эта деталь не ускользнет от внимания прозорливого таксиста. Аэропорт был закрыт, когда они прибыли около 4:30 утра. Сесиль предложила заплатить больше водителю такси, чтобы он отвез ее в Рим, но тот отказался. Затем Сесиль начала стучать кулаками по окну такси, истерически крича. В итоге ей пришлось ждать на холоде у главного входа, пока через пару часов не откроется аэропорт, после чего она выкупила забронированный билет в один конец до Сиднея. Сообщается, что Сесиль выбрала Австралию в качестве пункта назначения, поскольку для нее это было самое дальнее место от Женевы. Кроме того, однажды они ездили туда вместе с Эдуардом. Перед посадкой на стыковочный рейс в Вене Сесиль позвонила адвокату и попросила сделать все возможное, чтобы отменить блокировку ее счета на $1 миллион. Затем Сесиль приняла большую дозу успокоительного и проспала большую часть 24-часового полета в Сидней. Оказавшись там, она остановилась в отеле в аэропорту. Когда Брассар добралась до Сиднея, она сделала 3 телефонных звонка. Через 5 минут после приземления она позвонила банкиру в Монтрё, чтобы узнать, удалось ли разморозить счет, и один юристу с просьбой ускорить разморозку. В тот же день Брассар позвонила сводной сестре Стерни Фабьен в Париж и спросила, правдивы ли слухи о том, что с Эдуардом что-то случилось. Однако до сводной сестры чуть раньше добрался Ван Риэль.
Он попросил Фабьен включить громкую связь. Сестра сообщила Сесиль, что полицейские обнаружили тело Эдуарда. Тогда Брассар начала плакать. Они слушали, как Брассар, которую на тот момент еще не подозревали в причастности к преступлению, сообщила, что навещала Штерна в ночь его смерти и рассталась с ним. «Скажите ей, что она должна вернуться, чтобы дать показания», – прошептал Ван Риэль. Играя роль скорбящей подруги, Брассар пришлось лететь обратно в Женеву. Желе снова забронировал для нее билет на самолет. Находясь в Сиднее, Сесиль также отправила посылку с одеждой своим дяде и тете во Францию. По некоторым данным, Сесиль отправила обычную одежду. Но на самом деле, в посылке лежал фетиш-костюм, в который она была одета, когда стреляла в Эдуарда. Сейчас считается, что поездка Сесиль в Австралию была частью хладнокровного и рассчитанного плана, а не беспорядочного безумного побега. Так, находясь в Сиднее, Сесиль по телефону дала мужу указание, например, вымыть мини, на котором она ездила в квартиру Штерна и обратно в день убийства. Когда Сесиль оставила Эдуарда умирать после того, как застрелила его, она не знала наверняка, жив он или мертв. Также Сесиль во время телефонного разговора с сестрой узнала о слухах, в которых говорилось, что Эдуард умер после того, как она покинула страну, и по телефону несколько раз как бы невзначай повторила, что она не могла убить его, потому что у нее было алиби. Затем она решила вернуться в Швейцарию, проницательно и рационально решив, что ее возвращение снимет с нее любые подозрения. Итак, Брассар пробыла в Сиднее всего 24 часа, а затем улетела обратно в Швейцарию. Когда самолет приземлился в Сингапуре на остановку, у Сесиль случилась паническая атака, и она начала истерически кричать, когда прочитала об убийстве Эдуарда на первой полосе французской газеты «Ле Фигаро». Ей вызвали врача, который неохотно согласился позволить ей продолжить полет, и выписал рецепт на дополнительные успокоительные средства. Хотя Сесиль действительно находилась в истерическом состоянии, ей удалось позвонить своему адвокату и в банк. Она также связалась со своей тетей, которая согласилась встретить ее в аэропорту и отвезти домой. К этому моменту женевская полиция уже просмотрела записи с камер наблюдения в подвале, а также услышала от консьержа и его жены, а также от соратников, друзей и родственников Штерна, что у него был роман с француженкой по имени Сесиль Брассар. Они уведомили своих французских коллег, и те тоже начали поиски Брассар. Дядя и тетя Сесиль приехали из Франции и ждали в аэропорту Цюриха, чтобы отвезти племянницу домой. Они хотели узнать от Брассар об убийстве Штерна. Женщина не отрицала, что видела его в ночь убийства, но была непреклонна в том, что он был здоров и жив, когда она уходила. Когда дядя и тетя высадили племянницу и поехали к себе, они и не заметили, что на заднем сидении их машины лежал небольшой предмет – золотые швейцарские часы, принадлежавшие Эдуарду Штерну. Брассар оставила их там, ничего не сказав об этом родственникам. На следующий день в субботу, 5 марта, во второй половине дня Брассар в сопровождении своего мужа вошла в главное здание Женевской судебной полиции. Ранее, разговаривая с ней по телефону, ее тетя и дядя убедили ее, что несмотря на ее невиновность в смерти банкира, ей следует пойти в полицию, а не позволять полиции приходить к ней в дом. В течение следующих 10 часов полиция допрашивала Брассар и Желе, но их допрашивали как свидетелей, а не как подозреваемых. Брассар назвала Желе своим спутником, а Штерна – мужчиной всей своей жизни. Она выразила удивление, когда ее спросили, стреляла ли она в него. В 8 часов вечера им сказали, что они свободны. Следователь Грабер решил, что у него все еще недостаточно доказательств, чтобы предъявить Брассар обвинение в убийстве, а Жилю в соучастии. Но чего Брассар и Желе не знали, так это того, что пока они находились в полиции, в их домашние телефоны и автомобили установили подслушивающие устройства. У них также были конфискованы сотовые телефоны. Вернувшись в квартиру, Брассар принялась наводить порядок в своих делах. Она позвонила своим адвокатам в Швейцарии и во Франции, своим друзьям, а также друзьям Штерна. Она хотела, чтобы ее французский адвокат продал Жилю и ее дом во Франции. Брассар также попросила адвоката связаться с адвокатами наследников Эдуарда. Она хотела договориться с ними о дележе $1 миллиона. Она не собиралась просто так отказываться от этих денег. В четверг, 10 марта, Штерна похоронили на еврейском кладбище Женевы. Брассар сообщила его соратникам, что собирается присутствовать на похоронах.
Она задавалась вопросом, следует ли ей надеть черную одежду, ведь несколькими днями ранее на встрече с адвокатом она была разодета во все розовое. На похоронах присутствовали более 60 человек. Брассар среди них все же не было. На следующий день тетя и дядя Сесилии Брассар получили посылку, отправленную племянницей из Австралии 3 марта. Они открыли ее и позвонили своему адвокату. Среди вещей также лежало письмо. Брассар просила постирать одежду и сохранить ее в надежном месте. Она извинялась за то, что причиняет им неудобства своей просьбой. Пара передала одежду и письмо адвокату. А еще золотые часы Штерна. Тот, в свою очередь, сдал все в полицию. Почему Брассар сохранила садомазохистский наряд и почему она отправила его своим дяде и тете во Францию, а также почему оставила часы Эдуарда в их машине, она не объяснила. Тем временем экспертиза обнаружила на латексном костюме Эдуарда отпечаток пальца Сесилии Брассар. Этого оказалось более чем достаточно для выдачи ордера на ее арест. Утром во вторник, 15 марта, через 5 дней после похорон Штерна, полиция явилась в квартиру Брассар и обыскала ее, а затем забрала женщину в участок для допроса. К 23 часам она не выдержала и призналась во всем. После этого детективы отвезли ее на озеро Лиман, где она выбросила орудие убийства. Водолаз нашел его вместе с 2 другими пистолетами и ключом от квартиры Эдуарда. Желе также задержали, но только для дальнейшего допроса. Он быстро сломался и сообщил полиции, что Брассар сказала ему, что она нашла Штерна мертвым. По ее словам, Штерна застрелили. Такое признание стало для полиции подтверждением того, что именно Брассар нажала на курок. Жиле освободили из-под стражи. Обвинения в соучастии ему предъявлены не были. Тем временем Ван Риелю и его коллегам пришлось иметь дело с отвратительными последствиями, которые Штерн оставил после себя. Отрицая спекуляции на всем, от предполагаемой гомосексуальности до его связей с русской мафией. Для тех, кто был близок к семье Штерна, печаль по поводу кончины Эдуарда усугублялась пятном, которое его смерть оставила на наследии семей. Что самое ужасное, так это то, что его будут помнить не за то, каким человеком он был, а за то, как покинул этот мир. Камера Сесиль Брассар, в которую ее заключили для ожидания суда, находилась на 3-м этаже тюрьмы Шамп-Далон. Вскоре после заключения она начала вести долгие беседы шепотом со Штерном. Однажды во время одной из таких бесед к ней в камеру вошла надзирательница, и Сесиль сердито приказала той выйти. «Я разговариваю с Эдуардом и не хочу, чтобы меня беспокоили», — выкрикнула она. Брассар держала в руках маленького плюшевого мишку. Надзирательница посоветовала ей не глупить. В ответ на это женщина разрыдалась. Весной 2008 года психиатр Жак Гассер после допроса и наблюдения за Сесиль заявил, что доказательства того, что Сесиль убила Эдуарда в состоянии аффекта, практически отсутствуют. Гассер признал, что у Сесиль действительно были признаки пограничного расстройства личности, а также нарциссические наклонности. Однако самым главным для обвинения было то, что Сесиль не была в бреду и ее восприятие реальности не изменилось, когда она убивала Эдуарда. Сесиль попыталась покончить жизнь самоубийством незадолго до того, как было опубликовано заключение психиатра. Она перерезала себе запястье во время транспортировки из тюрьмы Шамп-Далон в больницу Бель-Иде. Однако ее жизни ничего не угрожало. Она сильно зависела от успокоительных и постоянно утверждала, что находится в прямом контакте с Эдуардом. По возвращении из больницы за ней установили наблюдение как за потенциальной самоубийцей. Однако это не помешало ей несколько раз снова попытаться покончить с собой. Она просила разрешения взять с собой в камеру 2 своих кошек, в чем ей, естественно, было отказано. Многие могут подумать, что такое поведение Сесиль является уловкой, призванной помочь убедить присяжных в ее ограниченных умственных способностях на суде. Однако даже адвокат семьи Штерна не считал ее поведение уловкой. Он считал, что такое поведение может быть связано с тем, что она провела несколько лет в одиночной камере. Как и все заключенные, которым разрешено носить собственную одежду, она предпочитала носить только белые или розовые вещи. Она утверждала, что розовый – любимый цвет Эдуарда, а белый олицетворяет чистоту. Тетя и дядя Сесиль навещали ее в тюрьме.
Также ее навещал муж Ксавье Желе. Суд на Сесиль Брассар должен был состояться в 2009 году. Согласно швейцарскому законодательству, существует 3 категории убийц. Ассасинат означает умышленное убийство, за что предусмотрен самый строгий приговор. Мюэртре – непреднамеренное убийство, за это предусмотрен приговор помягче. Но чтобы получить еще более мягкий приговор, существует категория мюэртре пассионель – убийство на почве страсти. В этом случае обвиняемый должен убедить судью или присяжных в том, что существовали смягчающие обстоятельства, которые привели к преступлению. Обвиняемый, признанный мюэртре пассионель, может получить от 1 до 10 лет тюрьмы, в то время как мюэртре получает сроки от 5 до 20 лет. Приговор ассасинат варьируется от 10 лет до пожизненного заключения. Преступники обычно отбывают только 2/3 своего наказания, поэтому если принять во внимание срок, который Сесиль уже отбыла с 2005 года, она теоретически могла быть освобождена в зале суда. Суд над Сесиль Брассар начался в суде присяжных Женевы в среду, 10 июня 2009 года. На суде давали показания бывшая жена Штерна и 2 их детей. Беатрис согласилась выступить на трибуне для свидетелей, но 2 детям было разрешено давать показания при закрытых дверях в кабинете судьи. За 4 с лишним года с момента заключения внешность Сесиль Брассар сильно изменилась, причем не в лучшую сторону. Она стала болезненно худой, и ее глаза, полные досады, глядели с ее морщинистого лица. 2 месяцами ранее, 20 марта, ей исполнилось 40 лет. В хороший день она может быть живой, остроумной, приятной. На следующий день она может разваливаться, рассказала о ней надзирательница за несколько дней до начала суда. В первый день суда 30 журналистов, которым с большим трудом была предоставлена аккредитация для освещения процесса, испытали большое разочарование. Семья Штернов потребовала, чтобы суд прошел за закрытыми дверями, чтобы уважать страдания детей Штернов. И председательствующий судья согласился, несмотря на то, что, по его словам, он нашел эту просьбу удивительной. Поэтому, пока представители СМИ слонялись снаружи под пасмурным небом, грозившим разразиться дождем, адвокат Брассар сообщил прокурорам, что его клиентка застрелила своего возлюбленного не в гневе и хладнокровно, а в порыве страсти. Однако сама подсудимая не сразу стала объяснять суть дела. Ее первые слова были адресованы бывшей жене Штерна и его детям. «Я хотела бы попросить прощения, но невозможно просить прощения за что-то столь отвратительное». Затем она также пообещала говорить правду, сказав: «Единственное, что я могу сделать, это попытаться объяснить, как все было». Она также спросила бывшую жену Эдуарда, что если она умрет, будет ли ее смерть утешением для семьи, на что Беатрис Давид Вайль ответила отрицательно. Адвокат, представляющий 3 детей Эдуарда, пообещал доказать суду, что именно Брассар пыталась убить Эдуарда Штерна, а не наоборот. «Я здесь, чтобы убедиться, что приговор не станет оскорблением родственников жертвы», — сказал он. На второй день суда показания давал Ксавье Желе, муж Брассар. Он сказал, что хотел прояснить недоразумение. Вопреки тому, что, как сообщалось, он не возражал против того, чтобы его жена была официальной любовницей другого мужчины, он ответил, что не знал об этом романе до смерти Штерна. У него сложилось впечатление, что его жена была секретаршей банкира, пусть и очень сексуальной. Да, он был знаком с Эдуардом и делал ему массаж, но лишь потому, что у него болела спина. Именно жена попросила его сделать массаж ее боссу. Как-то раз Штерн оскорбил его во время телефонного разговора. Банкир назвал его куколдом. На второй день было исправлено еще одно недоразумение. $1 миллион, который Штерн положил на счет Брассар, не был возвращен в имущество Эдуарда. Деньги все еще находились в банке Монтрео. Credit Suisse все еще блокировал счет. Но хорошей новостью было то, что деньги приносили проценты. В этот день также выступила Брассар. Она говорила о том, как страстно любила Штерна, но он назвал ее шлюхой, и она огрызнулась. Она призналась, что выстрелила в него 4 раза. По ее словам, он связанный сидел на стуле, когда она стреляла в него. «Это был не вопрос денег, это был вопрос любви», — сказала она.
Я направила оружие ему в лицо и произвела первый выстрел. Пистолет, должно быть, находился в 6 дюймах от его лица. Кажется, я попала ему между глаз. Он встал, развернулся и упал. Я выстрелила ему в голову еще раз. Свидетели, вызванные защитой, описали Брассар как нежную, энергичную, артистичную молодую женщину с простыми вкусами, то есть самую обычную молодую женщину. Адвокат Штернов заявил, что Брассар неоднократно звонила своему адвокату, чтобы помешать заморозке счета с $1 миллион. Он отметил, что Штерн был связан на момент смерти. «Кто оставил его в таком положении?» – спросил он и добавил. Она разбудила фантазии 50-летнего мужчины, который попал в зависимость от сексуальной маленькой блондинки из пригорода. Присяжным было предложено решить, было ли убийство французского банкира актом страсти или хладнокровным убийством. Присяжные выбрали хладнокровное убийство, совершенное, однако, по причине невменяемости. Сесиль Брассар приговорили к 8,5 годам тюремного заключения. Поскольку к тому моменту она уже отбыла половину срока, то через год-два ее могли бы освободить либо по состоянию здоровья, либо за хорошее поведение. $1 миллион, согласно решению суда, был переведен на счет Штернов. Кроме того, ее обязали выплатить детям Штерна 1 швейцарский франк, чуть больше 100 рублей за моральный ущерб. Сесиль Брассар вышла на свободу в среду, 10 ноября 2010 года. Семья убитого банкира с яростью восприняла эту новость. Приговоренная к 8 годам лишения свободы в июне 2009 года, после того, как она находилась под стражей с марта 2005 года, она получила право на освобождение 6 октября 2010 года, поскольку отбыла четверть своего наказания. Она отбывала срок в женской тюрьме Риан Парк в Женеве. Эту тюрьму нельзя назвать обычной. Большую виллу 19 века, не имеющую видимых признаков тюрьмы, часто принимают за дом буржуазной семьи. В ней всего 16 коек и никогда не содержится более полудюжины человек. По данным швейцарской судебной системы, швейцарские женщины в целом законопослушные, поэтому только 5,5% заключенных в Швейцарии – женщины. На выходе из тюрьмы Сесиль встречала ее сестра. Она отвезла ее во Францию. И эту границу на тот момент 41-летняя женщина не должна была пересекать в течение 10 лет. Именно на такой срок суд выслал ее из Швейцарии. В 2013 году Сесиль Брассар впервые после суда рассказала об убийстве, признавшись, что вечно сожалеет о своих действиях и скучает по своему возлюбленному, который был прекрасной и яркой личностью.